Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у нас эксклюзив Zilloz, ну или как у нас говорят, Зелос. И это совсем не характерная модель для сингапурского производителя. Ну давайте все по порядку, давайте сначала открою и вам покажу. Значит, во-первых, у нас вот такая вот здесь гарантийная карточка с уникальным номером 047. Это лимиточка, как вы понимаете. Давайте скорее вот этот вот прекрасный travel кейс от Zilloz открывать, потому что travel кейсы у них что надо. В хозяйстве пригодится. Но самое главное, конечно же, там, внутри. Опа! И это особенные часы. Сейчас пленочки снимем и уже будем продолжать. Ну и, кстати, что касается чехла, то вот реально нельзя не похвалить. Сразу на 3 часов такой мягкий, пухленький, классный кейс просто вот в комплекте. Вот такую комплектацию я всегда уважаю, потому что полезная вещь. Ну, самое главное здесь, конечно, часы. Это прям очень необычная модель. Я бы даже сказал, что не в классическом таком маскулинном стиле Zilloz, но у них эта модель, которую они называют пилотской, Skyrider она называется, и конкретно эта модель Zilloz Skyrider 40 Titan Arctic. Их несколько вариантов вышло. Так вот, пилоты у них уже бывали, но скелетоны, насколько я знаю, первый раз. Скелетоны это вообще такой хит конца прошлого года и, очевидно, будет хитом этого года. И Zilloz здесь один из пионеров. Они в целом, наверное, одни из пионеров в плане использования, во-первых, таких супер брутальных маскулинных корпусов, а во-вторых, очень необычных материалов. Zilloz это вообще всегда про материалы. И в этот раз это не только и не столько скелетон. Но давайте по порядку. Давайте про корпус сразу поговорим. Значит, здесь корпус у нас из титана, но он с покрытием, с матовым покрытием. И здесь крайне необычное покрытие, которое, по-моему, никто еще никогда не использовал в часовой индустрии. Покрытие называется Cerakote, это торговая марка американской фирмы NIK. Тонкослойное покрытие на полимерно-керамической основе. После нанесения требует запекания при температуре до 150 градусов. Заявлено, что целостность покрытия останется сильной даже через 20 лет. Уже были у них многолетние исследования до этого покрытия. Оно, кроме того, устойчиво к морской среде, не теряет толщину со временем. Да? Ну, понятно, что без какого-то специального воздействия. И, кроме того, очень устойчиво к царапинам. Так что, знаете, такая вот находка, по-моему, для часового мира. И с учетом того, что это покрытие можно делать практически любого цвета, то вот здесь в данном случае оно такое матово-белое, арктическое, то я думаю, это вот прям новый такой хит и фишка будет в часах в ближайшие годы. Возможно. Но посмотрим. Опять же, это не так просто все делать и не так дешево, так что здесь возможны какие-то варианты. Значит, про материал, про покрытие мы уже поговорили, и это уже наводит на что-то такое эксклюзивное, сразу интересное. Я, честно говоря, когда эти часы увидел на рендерах, там просто было несколько вариантов, в нескольких вариантах по-разному выглядел корпус. И вот этот матовый титановый, он даже со стороны больше похож на, скажем, такой пластиковый, но это не пластик, это прям сразу прикольно. Они очень тонкие. Они без стекла 8,2 мм, а со стеклом 9,9 мм. Здесь внутри стоит, вот по поводу того, что стоит внутри здесь, это крайне интересно. Почему? Потому что, во-первых, смотрите, у нас ультрасовременный материал для корпуса, а механизм как раз винтажный. Здесь стоит швейцарский Marvin 700. Начали их выпускать в 1950 году, выпускали целые 3 компании, собственно, Marvin, который обанкротился в кварцевый кризис, Election и Longines. Механизм 18 тысяч полуколебаний в час, 46 часов запас хода, 17 камней, ну и сами понимаете, он на ручном заводе, поэтому здесь все прекрасно под задней крышкой, к тому же все прозрачно и к тому же еще и специально скелетонированный этот механизм. Здесь ребята из Zilloz, конечно, заморочились, сделали красотулечку, потому что в скелетонированном виде он еще и с дополнительной доработкой. Здесь дополнительная
у нас как гильюшета, вы посмотрите, ну это, конечно, вау. Это очень красиво. Сам по себе такой калибр просто купить на вторичке. Я что-то залез на eBay, там вот один нашел за 300 баксов. Ну, понятно, что смазать все это, пересобрать, репассаж провести и сделать вот такое классное скелетонирование, а мы еще более детально потом посмотрим. Ну, это, конечно, сами понимаете, стоит денег. И плюс у нас купольное сапфировое стекло. Плюс у нас красивый travel кейс. Плюс у нас швейцарская суперлюминов на метках и стрелках. Ну, сами понимаете, часы дешевыми не будут. Так что не пишите мне здесь, пожалуйста, ваши любимые вот эти эксперты по ценообразованию, которые часто любят зайти в комментарии и написать, что вот я бы их сделал за 100 баксов. Нет, они стоят по предзаказу до 28 февраля 1750 долларов, потом будут стоить 2000 долларов. И практически все уже распродано. На момент записи ролика осталось там, по-моему, что-то около 10 штук во всех вариантах. А их-то мало, потому что каждого варианта, насколько я понимаю, сделано по 50 штук. Так что все уже разобрали. Можете, в общем, ничего про цены не писать. Но я думаю, что с учетом материалов, с учетом механизма, с учетом его редкости, ручной работы по скелетонированию, по отделке, ну, тут вопросов, наверное, быть вообще никаких не должно. Если бы это был Swissmade бренд какой-нибудь там, условно, Longines, ну, я думаю, понимаете, сколько бы это стоило. Кстати, такой калибр иногда делают Chrono Swiss на своих часах, так что можете посмотреть, сколько они стоят. Вот, так что очень тонкие, очень технологичные, и вот это объединение технологий и винтажа в одном корпусе, в одних часах, знаете, это прям круто. И при этом они еще их сделали почему-то пилотскими. Мне кажется, это не столь критично. Главное это восприятие этих часов. Про восприятие тоже чуть позже поговорим. А теперь прям мне не имется, да, 40 миллиметров заявленные. По высоте, да, красотулечка какая, 9,9. Ремешочек, да, можно будет сторонний, если что, поставить. Здесь ремешочек на 20-очку. И от ушка до ушка 46. Тонкие, небольшие часы, абсолютная классика. И, конечно, вот на каждый день можно их вполне будет носить. И как костюмник, и как что угодно. Как пилотские те же самые часы. По-любому. Разные ремешки можно поставить, но ремешок в базе идет абсолютно классный. Такой пухленький, с системой быстрой замены, мягкий, с классной кожей, отличная прострочка и хорошо в тон, хорошо сочетается с этим корпусом и с этим циферблатом. Ну, если так можно назвать, циферблат, которого практически нет. Кастомная бакля, очень классно сделана, с логотипом Zilos, и на заводной головке тоже у нас логотип. Да? Заводную головку они не стали покрывать этим самым покрытием. Наверное, правильно. Ну и такой вот контрастик здесь у нас немножко получается. На задней крышке, видите, уже, кстати, тоже необычно сделали. Да, серийный номер он здесь выбит. А вот сами надписи, сапфир, что здесь, да, что ручной подзавод, это все уже на задней крышке. По-моему, тоже такое вот, ну, редко очень встречается. Ну и, конечно, приятно вот это сделать приятно. Ой, как классно. Супер. Да, здесь по циферблату все просто. У нас есть маленькая здесь дорожка такая, да, по краям с минутной разметкой и, собственно, все. Все остальное это еще кольцо у отметки 6 часов. Да, здесь малая секундная стрелка, контрастная такая, желтенькая. Кстати, хорошо считывается. Пилоты, да, у нас все-таки пилоты. И благодаря тому, что хорошо люм нанесен, такой яркий, кстати, в тон. Здесь все сделано. Благодаря люму эти стрелки даже можно считывать. И вполне, знаете, вот у меня не вызывают каких-то сложностей считывания времени. Здесь длинная минутная стрелка, здесь хорошая такая часовая. Она черная, да, ее вот как бы так особо не видно, но зато видно люм. И по люму можно все хорошо определять. Но опять же, давайте серьезно. Сейчас идет тренд на персонификацию часов. То есть часы должны быть уникальны. Они отражают вас, ваш стиль. Они должны быть необычные. Не вот не одно и то же, что у всех и все делают. Поэтому люди стараются что-то покупать такое, что вот было бы только их.
лимитки, необычные материалы, необычный дизайн. Да, понятно, что в базе какую-то можно иметь модельку у себя, да, окей. Но вот заметьте, в последние несколько лет вот этот тренд на то, чтобы часы были необычные, именно почему вот расцвет микробрендов, не только потому, что они предлагают доступные альтернативы, часто даже лучше по качеству исполнения, чем те же швейцарцы и японцы, но микробренды еще и дают огромное количество выбора. Они двигают рынок иногда по материалам, по цветам, да, по новым дизайнам, новым каким-то попыткам что-то сделать. И то же самое здесь. Да. Большинство скажет, не для меня, отлично. Это как раз часы для тех, кто хочет именно такие часы, хочет именно скелетон, хочет, чтобы он был круто сделан, чтобы было прям необычно, материал необычный. Про эти часы можно разговаривать, ими можно любоваться. Они будут вызывать эмоции. И вот именно это и должно быть в случае именно вот такой вот конкретно модели. Поэтому мне кажется, ну опять же, судя по тому, что Зелос уже распродал все свои часы, вот эти, по крайней мере, из тех вариантов, которые есть на сайте, значит, они угадали. По весу что? 54,5. Ну что ж, немного, достаточно легкая эта модель. Да, это красиво. Вот я всегда говорю, скелетон должен быть красив, если вы делаете такую вот техноотделку. Потому что хорошие качественные галюши это уже 1 000 000 рублей, а техноотделка качественно сделанная, это вау будет даже при относительно небольшом бюджете, как у этих Зелосов. Прекрасный образец современного часостроения. И маленькие, кстати, здесь расстояние между ремешком и ушками. Хотя ушки не такие уж и короткие. А здесь у нас даже вот красивые гелюши. Ну что ж, по-моему, пушка. Пишите в комментариях, как вам модель. Что по итогам? Редкие, уникальные, необычные, такие, я бы сказал, сногсшибающие часы, которые одних отнесут к стану хейтеров, а другие будут ими восхищаться. И мне кажется, это здорово. Сама по себе модель очень красиво получилась. Здесь классный механизм, классная отделка, классный скелетон. Интересная очень идея с корпусом и с его покрытием. Не все ее воспримут, возможно, но я думаю, как раз те, кто вот ценит чего-то такое необычное, они будут в восторге. И в целом, мне кажется, с учетом всех характеристик этих часов, с учетом их редкости, цена очень и очень даже адекватна. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.